Скажите, пожалуйста, кстати, как по сравнению со вчерашним? У меня утренний очень хороший. Хорошо. Подозрительно даже как-то. Просто хочу поделиться. Вот смотрите, мне что вчера, что утро, все как одинаково. 16, а потом 24, то есть волевая 8. А потом буквально ее два последние раза вот немножко вот подвигалась шея. Так у меня сразу какой скачок, 30 и 45. Да, иногда вот такие микродвижения, когда... Совсем чуть-чуть Да. даже как-то. Я аж удивлена. Это прекрасно. Как у вас? У меня стабилизировался результат. Отлично. И вот сейчас даже первая была 19. И если по сравнению со вчера первая была 10. В 2 раза фактически. Да, ну вот утром было. А мы с вами не 15. закончили массаж вчера, только начали, чуть-чуть сделали. Надо сегодня И закончить. очень интересно, мне сегодня очень интересный сон приснился, очень яркий. Что я была в другой галактике. А еще вот вчера такое ощущение было, что болела вся грудь, вот грудная клетка, ее хотелось, как будто там много соли, ее Да. хотелось поломать просто все. По поводу грудной клетки я сейчас буду говорить. Что? Я дышу. Понятно. Первый вчера вечером, самый большой 35, потом спад 20, 15, 25, 15, 15. Прекрасно. Пошла первая чистка. Меньше, сегодня меньше, чем вчера. Показатели средненько. Они будут меньше. Дело в том, что когда мы делаем первый день, организм действительно настолько в состоянии удушья фактически всю жизнь, что, естественно, когда мы делаем задержки, то первая его реакция увеличить паузу для того, чтобы накопить необходимый резерв. Но когда мы начинаем делать это регулярно, то паузы первые дни падают. Причем падают где-то в районе 5 секунд. Да? То есть это ваши реальные показатели. Поэтому, когда в первый день люди меряют и говорят, у меня 20, я знаю смело, что там 15. Итак, сегодняшняя тема – это ошибки при выполнении пауз. Для дальнейшей практики необходимо детально понимать метод выполнения пауз. Это поможет избежать самых распространенных ошибок и, соответственно, негативных последствий. Первая основная ошибка. При выполнении задержки на полном вдохе, при перепаде давления, альвеолы, заполненные кровью, растягиваются. Объем крови, поступающий к сердцу и легким, увеличивается. И это вынуждает сердце работать в режиме перегрузки. При упорном выполнении практик без понимания этих механизмов может возникнуть боли в сердце, травмы легочной ткани, вплоть до астмы. Естественно, это отражается на работе всего организма. Вторая основная ошибка. При выполнении задержек на полном выдохе это приводит к сдавливанию полых вен и входа в сердце. Что? Полный вдох это что? Это полный Максимально? Максимально, да. Я сейчас буду об этом говорить. Объем крови, поступающий к сердцу и легким, уменьшается. И сердце работает образно в холостую. Соответственно, это отражается на работе сердца, на вообще всем организме. И вот в йоге существует метод, называемый кумбхак, или йоговское дыхание. Он основывается на соотношении 1-4-2-1. То есть 1 это вдох, 4 это задержка, 2 это выдох и 1 задержка. То есть выдох должен быть в 2 раза длиннее. Задержки, выполняемые после максимально растянутого по времени, но не увеличенные по объему вдоху, приводят к постепенному повышению СО2, плавно стимулирует ЦНС. Начинается повышенное потребление организмом электронов. Ощущение жара в теле, потоотделение – главный признак возбуждения энергии в целом.
Это прекрасный стимулятор пробуждения жизненности и движения энергии по каналу. Главное при вдохе полностью расправить легкие, но не растянуть. Соответственно, получить не только кислород, но и, помните, я говорила об бомбардировании сосудов. То есть при плавном вдохе получается, что нет сброса в крупных сосудах, энергия распределяется полностью по всему телу. То есть мы получаем и кислород, и энергию. Выдох делается в 2 раза длиннее, и циркуляция свободных электронов в акупунктурной системе приводит к возрастанию ее мощности. А задержка позволяет пропускать максимальное количество свободных электронов и передавать их в ПС. Задача выдоха – удалить из легких как можно больше воздуха, не содержащего свободный электрон, но при этом не вымыть СО2. Помните, я говорила, что если воздух будет положительно заряжен, то человек задохнется, потому что не происходит связи с гемоглобином. Гемоглобин плюс, воздух минус, должна произойти связь. При малой хаке организм адаптируется к повышенному содержанию СО2. Появление теплоты свидетельствует об потоотделении, свидетельствует об устранении из организма нечистот. При средней кумхаке тело начинает дрожать от прохождения энергии по каналам. Интересно то, что если в каналах нет забитости, нет грязи, можно так сказать, нет искажений блоков, то течение энергии не чувствуется вообще. То есть, когда человек говорит, то я чувствую, у меня энергия поднимается, он чувствует как раз препятствие этого подъема. То есть это все пробивается, это все проходит. И при большой кумхаке человек ощущает прилив великого блаженства. И вот это выражение великого блаженства, это терминология просветления. Обозначение просветления. Дыхание используется практически во всех школах, традициях, восточных обязательно. Можно даже сказать, что и в европейских традициях, там, в частности христианство, Иисусова молитва или еще что-то. То есть молитвы, они тоже, молитвы, мантры, они разрабатывались на основе определенного типа дыхания. Практикующие йогу всегда стремились увеличить рабочую легочную поверхность. Чем больше поверхность легких задействована в дыхании, тем большее количество электронов может циркулировать в АЭС. Но оказывается, организм сознательно уменьшает активно дышащую площадь легкого с целью сохранения СО2. То есть это один из защитных механизмов. И если прекратится вымывание СО2, площадь активной поверхности легких увеличивается автоматически. У человека 1/3 легких не вентилируется вообще в принципе. Это резервный запас. Помните, я говорила, что физиологи вентилировали собакам эти участки, и они погибали в течение нескольких минут. Когда я показывала таблицу, там было меньше 3 никак не может опуститься. Вот меньше 3 это как раз вот этот резерв нижней части легких. Но наш организм выключает верхушки легких, как я уже сказала, как защитный механизм. И что происходит? Застой. Застой, и врачи говорят, ой, у вас очень маленький объем дыхания, надо развивать, надо дышать, надо глубже дышать, надо продыхивать, надо, чтобы эта часть легкого работала. Я очень много сталкивалась с такими дикими примерами, когда у человека было легочное заболевание, его заставляли дышать, надувать пакеты, надувать шарики воздушные. После этого у него начинался приступ, это воспринималось как должное. Клали под капельницу. И замкнутый круг. И я человека научилась за 2 минуты снимать эти приступы и, собственно, объяснила, чем они вызываются.
вот таким вот лечением. Когда мы начинаем дышать правильно, попадаем в свою физиологическую норму, да? То есть не теряем СО2 при вдохе-выдохе. Ладно, ничего страшного. Верхняя часть легких начинает работать. Соответственно, все эти проблемы решаются очень быстро. На сегодняшний день то, о чем я говорю, знают фактически единицы. Если вы вспомните историю или читали истории различных мастеров, то йоговское дыхание всегда передавалось от учителя к ученику. Всегда это было посвящение, и учитель контролировал, что человек делает в процессе занятий. И мастер видел не только позу, не только технику. Мастер видел обратную реакцию. Вот когда вы начинаете дышать, у вас поле правильно дышать. Я даже не могу не смотреть на то, что вы делаете там. У вас поле начинает вспыхивать золотистым светом. Это видно. Вот вчера Олег подышал, да, и сразу изменился. И вы это видели. Может быть, вы видели энергию, может быть, вы не видели, но вы видите общее ощущение, да, что человек делает правильно, что человек попал в свои параметры. Естественно, если человек делает неправильно, он сразу как бы начинает сереть. То есть мгновенно это видно. Люди думают, что есть разные техники. Я попробую такую технику. И когда вы сюда пришли, мы с вами тоже об этом говорили. Вы задавали вопросы, вот, а знаете такую технику, да? И я думаю, что вот за прошедшее занятие у вас уже появилось понимание, что техника совершенно здесь ни при чем. То есть что происходит чаще всего? Кумбхака — это традиция, восточная традиция, ее знают все. Есть масса примеров, когда люди занимаются, соответственно, чувствуют какие-то изменения. Позанимался, подышал, энергии больше, здоровье там лучше, еще что-то. То есть есть какие-то положительные эффекты. Ну, во-первых, КПД этих эффектов очень сложно замерить, а во-вторых, человек обращает внимание на на такт. То есть 1, 2, 3, 4 или там 5, 6, 7, 8, 10, 12. Но вопрос в чем? За эти 4 секунды на раз, два, три, 4 один человек может вдохнуть 500 миллилитров, и, соответственно, потом выдохнуть. Другой человек может вдохнуть 1000, а третий может вдохнуть 3000. Вот здесь начинается проблема. Потому что личных ориентиров, личной физиологической нормы не отслеживается. Более того, как я уже сказала, вот мы с вами можем заниматься не просто часами. Наша задача, чтобы правильный тип дыхания стал нашим образом жизни. Мы можем заниматься 24 часа в сутки. Любой метод предполагает время и место. Сколько вы можете посвятить йоговскому дыханию? Ну, час, ну, 2, ну, 3. Интересно то, что если вы находитесь в практике дыхания, я уже вчера, по-моему, говорила, да? Отсчет времени изменений начинается после 4 часов практики. Серьезных изменений. Кто-то из вас говорил, дайверов, Я говорю, что интересно, выдыхание. человек может задержать на вдохе на 5 минут паузу, да? Нырять и плавать. Но если попросить таких людей задержать на выдохе, то результаты будут очень скромные. Почему? Огромное количество людей занимается йоговским дыханием. Я не говорю, что оно неправильно, оно физиологично. Но вопрос как раз в системе измерений и в личных параметрах. Потому что ориентироваться только на время – это убийственно. И многие люди получают достаточно серьезные травмы. Но эти травмы идут по времени. Сейчас я еще к этому моменту вернусь. Так вот, по поводу дайверов или людей, которые делают задержки. Дело в том, что дыхательный центр тренируется точно так же, как и мышцы. И, кстати, интересно то, что вот в методике, которую я даю, вот эти ошибки, как вы понимаете, уже
просто исключены. Вы не можете сделать на вдохе и не на полном выдохе. Это раз. Во-вторых, что начинает происходить? Дыхательный центр натренирован. Это такое же усилие для него, как рвануть штангу. Одноразово, то без проблем. Ну, в смысле, на короткий промежуток времени, но на большой нагрузку. Приведу такой пример, очень интересный. К сожалению, печальный. У меня был знакомый, это еще в 90-х годах, очень известный массажист, очень известный тренер в Украине. И мы с ним общались, ну, у нас не было там тесного знакомства, просто периодически его встречала, привет. И вдруг он пропал из поля зрения. И я как-то не интересовалась, и, наверное, прошло уже года 3. Я встречаю общих знакомых, мне говорят, ты знаешь, у него саркома. Я говорю, как? Давно? Да вот 3 года уже. Говорю, надо срочно с ним связаться. Вообще с саркомой 3 года это очень много. Обычно саркома человек сгорает мгновенно. Полгода, год. Я взяла телефон, прихожу к нему. Говорю, давай позанимаемся. Он говорит, уже поздно. Это было 12, а в 4 придет медсестра колоть морфий. Говорит, более сильно я уже не выдержу. Я говорю, я тебя очень прошу. У нас есть 4 часа. Если за эти 4 часа ничего не изменится, колешь морфий, мы дальше не занимаемся. Если что-то изменится, давай шанс использовать. Ну, давай попробуем, но я в это не верю, потому что это невозможно. И когда я ему все рассказал, мы начали с ним делать. Он меряет контрольно-максимальную паузу. Как вы думаете, какие паузы у него были? Очень маленькие. И какие варианты? 5-10. 60-120. Ничего себе. Профессиональный спортсмен. Важная информация, очень трудно мне ее говорить на камеру. Я ее старалась, я 15 лет никогда не говорила на камеру, но сейчас думаю, что стоит сказать. Дело в том, что если у человека уже начались онкологические боли, он начинает делать замеры, и боли усиливаются, шанс есть 100%. То есть еще можно человека спасти. Это значит, что еще организм взаимодействует с опухолью. Если человек делает задержки, ему становится легче сразу же, вот в момент задержки, боли нет, значит уже поздно. Значит, помочь человеку уже выжить нельзя, но можно помочь уйти мягко, безболезненно. И мы начинаем делать, у него боль обостряется, я за это хватаюсь. Говорю, давай. Мы начинаем делать, я говорю, подожди, потерпи. Он говорит, ну больше усиливается, зачем мне это делать? Я ему объясняю, что она сейчас усилится и потом пройдет. И через 4 часа, когда пришла медсестра, он отказался от морфия. И что произошло дальше? Вот эти первые паузы у него были 60-120. Но буквально через несколько часов, когда мы начали уже заниматься и вышли по показатели, пауза тут же упала до 6 секунд. Онкологический диагноз. То есть, еще раз повторю, потому что он был спортсменом, дыхательный центр был тренирован на пропускание. И, соответственно, когда он первую задержку сделал, без проблем. Но когда это стало пролонгировано, тут же показало то, что на самом деле происходило. Диагностика. А? Диагностика. Да, диагностика потрясающая. Вот, кстати, один из показателей, я его спросила, чистил ли он печень. Он говорит, ой, я столько раз чистил, не надо. Я говорю, хорошо. И когда мы начали заниматься,
у него пошли камни из печени. Причем масло никто не пил, и он вообще был фактически не ел. То есть он пил там отварчики, соки, травки. Ему совершенно не хотелось. И камни пошли всевозможных цветов. Красные, синие, зеленые, желтые, голубые. Это все было связано с лекарствами, которые в него за 3 года влили. И за 3 года ему сделали 6 операций. У него была рабомиосаркома на плече. И, соответственно, после этих операций была нарушена лимфосистема и рука засохла. И вот когда мы начали заниматься, буквально через 2 недели он пошел уже на улицу гулять. Ну, во двор, конечно. До этого он не вставал. Тут уже начал по квартире сам перемещаться, воздухом дышать. Что-то такое даже делать элементарно. Удивительно то, что начало происходить с опухолью. Она была огромная, огромная, величиной со стакан. Она начала вибрировать, и по ней пошли волны. И у него начала очень сильно отекать засохшая рука. Причем ее раздуло, и она текла просто неимоверно. И он пригласил своего онколога. Тот посмотрел, сказал: я никогда такого не видел, вас надо срочно отправлять в Киев, потому что, не дай бог, лопнет опухоль, у вас начнется заражение. Я говорю: не надо операции. А он вышел на 8-9 секунд контрольная пауза. Я понимаю, что если его сейчас положат на стол, у него откажет сердце, он не выйдет из наркоза. Но это не только по паузе, я еще по некоторым признакам видела, там, по ногам, по цвету ногтей, по многим признакам я видела, что нельзя его класть на стол. Я пригласила своего хирурга, она посмотрела на эту опухоль, говорит: да пусть лопнет. Она же должна как-то выйти, потому что это мертвая ткань, она должна отойти, это нормально. Приготовьте стерильные бинты, лопнет, и обойдемся без операции, не надо будет резать. Но Вася больше почему-то испугала отечность руки, как ни странно. Хотя врач объясняла, что смотри, у тебя рука была засохшая, лимфа, естественно, туда не шла, и сейчас, вот когда ты начал заниматься, пошла лимфа. А тока нет. Произойдет сброс через поры, то есть вот эта вот отечность, она уйдет. Но для него мое мнение и мнение хирурга было не очень веским, потому что с этим онкологом он уже 3 года он его вел. Они его на перевозке повезли в Киев. В Киеве вот 2 недели готовили к операции, и в конечном итоге сняли, так и не прооперировав, со стола, потому что пришел кардиолог и сказал: нельзя наркоз. И когда он через 2 недели приехал, он мне позвонил и говорит: извини, ты была права, я виновата. Я говорю: ну, во-первых, ты ни в чем не виноват. Занимался 2 недели. Он говорит: нет, меня там столько лекарств влили, мне было не до занятий. И когда мы начали делать, он говорит: ой, мне так хорошо, мне совсем не больно. И я поняла, что мы потеряли вот это время, за которое могли успеть что-то сделать. Он не бросил заниматься, он прожил еще месяц после этого, после приезда. Но ценно то, что он ушел без единого укола морфия. Он ушел без болей, онкологически больной, да? Абсолютно без боли, абсолютно в сознании. И удивительно, я пришла уже, понимала, что я пришла попрощаться, он светился. Каким-то потрясающим внутренним светом. Он говорит: ты знаешь, я 3 года боролся, я надеялся, я сейчас понимаю, что уже все. И я настолько глубоко принял то, что со мной это происходит, мне хорошо. Я понял, что я сделал все, что я сделал в этой жизни. Я понял, что если я что-то не доделал, то это не суть важно. Это не настолько принципиально перед вечностью, перед смертью. И он ушел совершенно спокойно, в очень глубоком состоянии удовлетворенности и жизнью, и смертью. Но к чему я это говорю? Когда человек ориентируется на технику, то по сути все эти йогические практики
они направлены на один единственный момент. Обнаружить нисходящий поток, обнаружить восходящий поток и соединить. То есть миллионы практик йогических, асан и всего прочего предназначены только для этого. На второй, на третьей ступени становится очень наглядным, когда мы работаем с этим. Соединение этих энергий называется по-разному, но вот в тибетском варианте, в тибетском языке, это называется парлун. Пар между переводится, лунг энергии. То есть образуется новый вид энергии при соединении. Эта энергия становится трансформационной. Так вот, люди, которые занимаются йогическими практиками, чаще всего не выходят за рамки КП 30 секунд. Хотя по задержкам, там, по всем, они могут выйти на 3 минуты, на 4 минуты, ну, то есть по кумбхаке. О чем это говорит? Дыхательный центр натренирован, а изменений, серьезных изменений в организме не происходит. Какие субъективные критерии свидетельствуют о трансформации, о реальной трансформации, о чем мы с вами вчера говорили? Когда вы начинаете заниматься правильно, происходит доразвитие. В первую очередь, я сейчас даже не имею в виду, что снимаются спазмы, проходятся блоки, энергия там начинает подниматься и циркулировать. Все это естественно. Как я уже говорила, начинают расходиться кости таза и становиться в правильное положение. То есть наш костяк начинает выравниваться. Такая правильная психофизическая конструкция. Фотография у людей, да? Потом начинают расходиться ребра, расходиться грудная клетка, расходиться кости черепа. И тогда энергия действительно начинает нормально, свободно циркулировать, естественно циркулировать. И естественно происходит соединение. По поводу этого соединения столько мифов, столько непонимания, потому что это соединение происходит там 1 на миллион, а все остальное домыслы. Но когда оно реально соединяется, это становится очевидно. Поэтому очень много ошибок и представлений по поводу этих процессов. Интересно то, что необходимо не просто натренировать или там 4 часа просидеть в практике. Этого мало. Нужно, чтобы запустился процесс трансформации 24 часа, как я уже говорила, независимо от ваших действий. Независимо от того, дышите вы или не дышите. Потому что люди занимаются 20 лет йогой, еще сколько-то, имеют какие-то свои там результаты. Но когда мы начинаем делать, проводить занятия и делать вот эти вещи, массажи, энергия не идет никуда. Просто тело в хорошем состоянии. То есть вот эти раскрытия, ни ребер, ни... Кстати, у вас вчера таз начал двигаться, да? Раскрытие вот этого, оно не происходит. Когда я прошу вдохните в ребра, люди даже не понимают как. Куда? А это естественно. Смотрите, вся йога строится на подтяжках, на опускании, зажимании и подтягивании. И везде говорится о том, что не надо подтягивать, это должно, в смысле, надо подтягивать, но аккуратно, чтобы это не было механическим движением, а каким. Наша задача с вами, вот сегодня мы это будем делать, наша задача с вами сделать естественную подтяжку. Она должна возникнуть так же автономно, как и все остальное. То есть тело само должно подтягивать энергию по мере ее поступления и раскрытия. Тянуть это бесполезно. То есть все эти замки, все эти банхи, это... Я не говорю, что это неэффективно. Это эффективно, но в одном случае. Это работает, пока делаешь. Работает, когда делаешь, при условии, что ты делаешь это все правильно. Интересный момент. Йоговское дыхание. Очень
Очень многие, слава богу, сейчас хотя бы уже мастера начинают об этом говорить. Но помните, сколько было проблем, когда йога только пришла, и люди думали, что нужно делать полный вдох и полный выдох. И самое ужасное, действительно ужасное, что до сих пор эта теория гуляет в интернете и в передаче йоги, и в занятиях людей. То есть человек старается сделать полное йоговское дыхание, расширяет максимально ребра. И вот смотрите, зачем это нужно было бы в реальной практике? Вот эта подтяжка, которую я говорю, мы сейчас будем ее делать, у вас ребра должны открыться. Но это следствие, и это не глубокий вдох. Люди засасывают как можно больше воздуха, расширяют нижнюю часть, наполняют среднюю часть, поднимают грудь, да? И мы с вами на первом занятии сразу ее поднимали. Что начинает происходить? Допускаются эти ошибки. Либо человек делает на полном вдохе задержку, либо потом на полном выдохе. Я замечала очень многих продвинутых, так сказать, йогов, на ребрах начинают появляться такие маленькие прожилочки синенькие. Венки. На ребрах, на спине. Обычно человек этого не замечает. Это первый звонок о том, что уже травмировано сердце. Уже этими занятиями. Но человек еще не чувствует. А потом я сталкиваюсь, как я вчера рассказывала, да? Я не буду называть школу, я повторю. 5 ведущих специалистов по дыханию, международная школа с тысячелетней традицией, рак. 5 ведущих специалистов по дыханию. Почему? Потому что ориентируются на технику, на правильность выполнения техники. Техника безупречна. Я не говорю, что это неправильно. Более того, вот смотрите, у нас с вами вчера через 2-3 минуты появились те эффекты, которые в этих школах появляются на продвинутых стадиях. Без визуализации, без ничего, да. То есть практика Тумо. Практику Тумо, это считается действительно там красная нить в тибетской йоге. Жар, визуализация, еще что-то. Зачем представлять, когда вы тут же на это вышли? 1-2 правильных вдоха. Вы выходите на то же самое Тумо. А дальше соединяются потоки. Вот эти упражнения, которые даются там на тряску живота. Дело в том, что когда энергия начинает соединяться, живот начинает трясти. Знаете эту историю, когда, значит, была война, база военная, авиационная, а племена, аборигены, периодически на эту базу делали нашествие, воровали там тушенку, сгущенку. И когда война закончилась, то базу эту, естественно, сняли. А у них было представление, что боги им присылают продукты, а вот эти военные у них их забирают. Присылают на самолете, да. И они стали строить из листьев самолеты или там из дерева эти самолеты и молиться на них, то есть, чтобы прислали опять сгущенку. Вот точно так же работает психика и в отношении техник. Понимаете? Это печально. Я не знаю, почему это вот так вот все извращено. Скажите, пожалуйста, вот вы все рассказали, вы ведете необычный образ жизни, не так, как все мы, но мы все и большинство, чтобы укрепить свое здоровье, думаем каждый день, как бы нам его укрепить методом зарядки, занятия спортом и так далее. Входит ли это в ваши процедуры и нужна ли вам эта зарядка и спорт, или вам достаточно того, с чем вы, вот скажем, вот как вы ведете свой образ жизни? До метода начала
сознательного, осознанного подхода к методу оздоровления, и в процессе метода оздоровления я делала очень сложные комплексы упражнения, наши обычные, и по системе йога, асаны там, и так далее. То есть на гибкость, на растяжку, на прочие другие мышечные, костно-мышечные системы. Вот. А теперь, с того момента, когда начался процесс вот уже нового образа жизни, я не стала делать зарядки. И когда просто интуитивно почувствовала, что мне это не нужно. Но потом, когда вот мне предлагают то один, то другой сделать массаж, а ты позаряжайся, потому что у меня был вес достаточно внушительный, около 90 килограмм, и уменьшение веса, естественно, вызывает желание подтянуть мышцы, да, чтобы они были более упругими. Вот. Не было такой рекомендации, что мне нужны эти упражнения. Почему? Потому что мы делаем эти упражнения часто неосознанно, мы не понимаем, какие направления энергии при этом вокруг нас создаются. И мы можем создавать противоток тем энергиям преображения, которые идут на наши изменения нашего организма. Поэтому пока я не делаю. Интересный момент. Когда человек делает паузы, если, в зависимости от того, он делает на вдохе или на выдохе, активизируется парасимпатическая либо симпатическая нервная система. Когда люди подсаживаются на паузы, я огромное количество раз с этим сталкивалась. Через некоторое время происходит очень странное состояние. Человек впадает либо в депрессию, либо в агрессию. Более того, вот это, кстати, очень важная тема, и я ее вчера затронула, но так более не осветила. Вы в теле не одни. В вашем поле очень много паразитов. В теле большинства людей, в кишечнике большинства людей, очень много паразитов. Но так как люди их хотя бы периодически у кого-то видят, то их принимают, да? А так как полевых паразитов большинство не видит, то и не знает. Так вот, когда человек начинает заниматься, мало того, что, как я уже сказала, он нервную систему дестабилизирует, и потом очень сложно выйти из этих состояний. Он еще активизирует полевые формы. И дальше начинается очень интересная вещь. Поэтому я говорила, если блоки взламывать механически путем увеличения пауз, без умения работать с этими вещами, без умения созерцательных техник, мы сейчас их будем как раз сегодняшняя тема, последствия могут быть очень, очень печальны. В лучшем случае. Человек напрактикует эффект железной рубашки. Это прекрасно. В огне не горишь, в воде не тонешь. Но что это такое? Это жесткость. Потому что следующая ступень – это состояние текучести. Следующая ступень – состояние прозрачности, принятия, пропускная способность. Сегодняшняя лекция, в общем-то, рановато об этом говорить, потому что как только вы получите опыт, вам сразу станет понятно. Эту лекцию выложу, вы сможете ее пересмотреть потом, и вам станет понятно, о чем я говорю. Единственное, что меня, например, удручает, это то, что люди, не зная вот этих основных параметров, стараются сделать йоговское дыхание, действительно набирают воздуха, выдавливают воздух. Кто меня вчера спрашивал или позавчера спрашивал, какая-то техника до выдоха? Повторите, пожалуйста. У ныряльщиков есть такая техника, они после очень глубокого вдоха по чуть-чуть начинают выдыхать воздух большими порциями. При этом происходит движение столба воздуха и как бы дополнительная вентиляция альвеол легких. Тем воздухом, который уже застоялся. Да, да. И вот они потихоньку
этот воздух выдыхают, происходит микродвижение, и как бы легкие подпитываются тем кислородом, который остался в Я поняла. слоях воздуха, который еще не соприкасался. И вот это довыдыхание может быть очень сильным. Ну, казалось, что там уже ничего нет, а А потом в конце еще до выдохи. да. То есть воздуха уже нет, Мгм. а ты только Да-да-да. до выдохи. То есть уже, как это называется, выжить. Да. То есть, Как из звуки. и мой вопрос заключался в том, что если смысл наращивать паузу за счет какого-то до выдоха, то есть не получая, А сейчас можете ответить на этот вопрос? думаю, что нет смысла. Дело в том, что я бы сказала даже не так. Вот Леня с Олей вчера мне говорили, что они занимались дыханием и делали, в общем-то, все то, что мы сейчас делаем, но на каком-то моменте они застопорились и дальше не пошли. И вот когда мы вчера начали делать проверку и выяснять, а что же человек, собственно, делал, да, сколько вы месяцев занимались? 3? Да. 3 месяца. Хорошо, что 3 месяца, а не 3 года, да? Вот. Оказывается, что при общем понимании вы делали неправильно именно по личным физиологическим, да, нормам. Поэтому, естественно, оно все стопорилось. И когда вы сейчас видите, ага, вот у меня есть система ориентира, достаточно точно, четко, то я уже могу понять, и правильное дело, неправильное, и, соответственно, изменить ситуацию. И она сразу же изменилась сегодня, да, то есть Да. фактически за одну ночь. Да. То есть, Олег, понимаете, вы можете заниматься, вот чем интересно это то, что я даю, вы можете заниматься любыми техниками, и дыхательными, и йоговскими, всем чем угодно, медитациями, строите график. И буквально там через неделю, через 2, через 3 вам станет очевидно не только насколько вы правильно или неправильно делаете, да, а как гармонично это сделать. На пользу или во вред? Во-первых, на пользу или во вред. Если на пользу, значит, как рассчитать, чтобы это не было перебором. Если это во вред, соответственно, где, какие моменты. Понимаете? То есть у вас вопросов не остается. Ваш организм сам вам все показывает. Зачем у кого-то спрашивать, зачем опираться на чье-то мнение. Да, Свет? Да. Когда вы... Спасибо. Когда вы можете это прямо сами по себе видеть. К сожалению, у нас очень мало времени. Я думаю, что мы еще продолжим эту тему. Во всяком случае, у нас будет возможность ее обсудить. И я еще буду делать видео на это. Просто пока у человека нет опыта, говорить бесполезно. Но как только он у вас начнет появляться, как карточный домик, начнет распаковываться все больше и больше. И вот этот момент для меня самый ценный, когда человек начинает сам это все проживать, и у него не только появляются вопросы. Вот любопытно, когда вначале мне задают вопросы, а потом мне начинают давать ответы. Причем мы еще об этом даже не говорили, а у человека это уже происходит, это он уже начинает понимать, и он начинает описывать свое видение. Вот это, конечно... Дело в том, что вот эта система контроля, она настолько точна, вот как вы говорите, да, что-то съел, и тут же показатели поменялись. Что-то выпил, показатели поменялись. То есть, почему я это вот в открытый доступ кладу, да? Мне очень хочется, чтобы люди хотя бы себя не травмировали, чтобы они это услышали и взяли эту информацию и начали на основе ее смотреть, что они делают. Потому что в 90-х годах это просто волна была. Я, кстати, работала тогда еще меня приглашали. Просто волна была практиков, которые залезли непонятно в какие состояния, залезли в пустотность, залезли... Понимаете, это же все, вот когда в традицию, я уже говорила, в традицию человек приходит, ему не дают какие-то энергетические практики, там это. Его сначала стабилизируют психику, его обучают там яме, не яме, моральным принципам, открытости, посвящению там, заслуг, да, всем живым существам. А потом только даются практики уже на продвинутых уровнях, все, что связано там, с преображением, с дыханием, с трансформациями и так далее.
А сейчас люди думают, что информации много, и как замечательно, что это все открыто, да, то есть раньше надо было там 15 лет, чтобы получить эти техники, а сейчас я нажала одну кнопку, и мне все рассказали. Вот. Так вот это палка о двух концах, то есть открытость этой информации. И вот эта система ориентира, которую я сейчас рассказывала, она как раз позволяет увидеть абсолютно все. Вы не занимаетесь медитациями, вы, например, просто спортсмен. Вас духовный путь вообще не интересует. Но вы можете видеть, что вы делаете со своим организмом и насколько это существенно. Вы занимаетесь вопросами питания. Вплоть до того, что яблочко съел, уже видно, стоило его есть или не стоило. Вовремя, не вовремя, и как оно на тебя повлияло. Сразу, вот у нас сегодня лекция будет еще связана с питанием, потому что вы не проходили пранаяние, те, кто пранает, тем бесполезна эта лекция, конечно. Вот. Но вы увидите, насколько меняются показатели, если вы, например, съели мясо. Иногда вот по графику о человеке можно сказать вообще все. То есть о его характере, о его мыслях, о его настроениях, состояниях, о том, как он понимает мир. То есть это просто читаемо. Иногда до смешного приносят график. Я смотрю, ага, так идет вверх, 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 ага. Новый год, 31, 23 февраля, 8 марта. А это что? А это у меня день рождения, это очень приятно. Шампанское. Вот, то есть видно абсолютно все. Вот как вы говорите, да, покушал, сразу другие показатели. А потом думаешь, а стоит ли вот это, может, я не то съел? Можно подобрать вообще для себя оптимальность жизни. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, не нужно проводить контроль, когда ты поел. То есть Да, это, мы об этом это говорили. будет уже неверное. Мы об этом говорили. Вот интересно, что вы съели, например, мясо, вот как оно работает. Первые 2 часа она особо не падает. Но через 8 часов она упадет ниже вообще всех ваших показателей, которые у вас были до поедания. То есть мясо вообще сразу гасит. Но оно еще, ему требуется время, организму вообще выйти из шока, когда в него это засунули. То есть еще 2 часа он пытается с ним что-то сделать, а потом затрачивает очень много ресурсов, резервов и уходит. Хорошо, спасибо. Вот эти видно, ненормально? Здесь нормально, с батареей. Теория, конечно, Вот, Мне кажется, да. кажется, что вот они чуть-чуть разошлись. У меня есть такое впечатление. Я чуть-чуть, вот когда вы первый раз прошли и подправили, вот я понял, что вот у меня все время не хватает прогиба сюда. Но сегодня, кажется, он пошел. Если не совсем, то в всяком случае движется туда. Могу сказать, что метод Ольги работает однозначно, поскольку вчера на наших занятиях после получасовых упражнений у меня прошла головная боль и резко улучшилось зрение. Поэтому как бы маленькое чудо для меня случилось, и я уверен, что как бы методика действует, и буду заниматься. Спасибо. Мне очень нравятся Олины вибрации, и я вот действительно, как сказали перед этим, воспринимаю информацию, которую она дает, и даже то, что кажется порой очень неожиданным, и в это трудно поверить, потом через время укладывается, и оказывается, оно становится частью меня, эта информация. Вчерашняя методика, она помогла мне пройти, перешагнуть через мою болезнь, затянувшуюся уже на 2 недели. И я себя почувствовала просто великолепно по сравнению с тем, как я себя чувствовала в предыдущее время. Спасибо.